Я продолжаю собирать свой сет для съемки влогов. И вот недавно в него добавился вот этот стабилизатор от компании Zhiyun, который называется Kran M3S. И если вы думаете, что внутри этой коробки стабилизатор, то нет. Вот он. Мой новый стабилизатор, который я уже распаковал, немножечко покрутил, потестировал. И сегодня хочу рассказать вам о нем. Что у нас по комплектации? Кроме самого стабилизатора в коробке у нас имеется вот такая вот площадка, на которую крепится камера, о которой я отдельно позже поговорю. Потом у нас есть вот такая коробочка с проводами, которые я уже отсюда достал. Провода у нас здесь вот такие. USB Type-A на USB Type-C. Потом Type-C на micro-USB, не знаю, как это правильно называется. Затем Type-C, Type-C. И Type-C, еще какой-то, я не знаю, что это. Значит, также у нас здесь есть тренога вот такая вот, которая прикручивается снизу на стабилизатор, а еще она может выполнять функцию боковой ручки. Потом у нас здесь есть всякие бумажки, документация. И это все находится вот в таком вот пенопластовом кейсе. Что касается габаритов этого стабилизатора, то в сложенном состоянии он выглядит примерно вот так вот. Еще если открутить треногу, то он вообще не занимает места. Это, кстати, то, что мне в нем изначально понравилось. Что несмотря на то, что он достаточно мощный для того, чтобы тащить мою камеру, он еще и компактный. Но есть один минус, что после такого складывания его надо заново перебалансировать, потому что вот этот рычаг при складывании надо задвигать. Все детали очень четко подогнаны друг под друга, и мне это тоже нравится. Что касается балансировки. Первый раз я с ним немного повозился, посмотрел разные видео всяких очень умных деятелей, но потом я открыл официальную инструкцию от этого стабилизатора, и там все четко, понятно написано, как его стабилизировать. И это занимает буквально несколько минут, и все отлично работает. Причем, несмотря на то, что у меня здесь висит и камера, и тяжелый объектив, и приемник от микрофона. Все это отлично балансируется и отлично работает. Еще что мне здесь нравится, это вот эти вот линеечки, которые очень помогают при балансировке, потому что можно визуально определить, куда сместился и насколько сместился луч. И еще за несколько дней использования этого стабилизатора у меня ни разу не было ситуации, когда вот в разные стороны эти все рычаги разворачиваются, что я несколько раз наблюдал в обзорах в интернете по другим стабилизаторам. У меня вопрос к вот этой вот площадке, на которую крепится камера. Во-первых, она имеет какое-то нестандартное посадочное место. То есть, мне кажется, другие площадки сюда не подойдут. Это надо именно вот точно такую. Но это хрен с ним. Самый большой вопрос в том, что эта площадка фиксируется всего лишь на одну вот эту защелку, которая очень похожа с фиксаторами осей. И мне кажется, что либо по неопытности, либо в попыхах, либо просто ее можно зацепить вот так вот. Оп. Все, и камера улетела. Я бы сюда обязательно добавил бы какой-то предохранитель. Давайте представим вот такую вот ситуацию, что у нас здесь на этой площадке установлена камера, мы что-то снимаем, и в какой-то момент мы делаем вот такое вот движение. Мне не хотелось бы разбить камеру просто из одного неловкого движения. И еще у меня вопрос по поводу вот этого фонарика. Да, он светит достаточно ярко, у него регулируется яркость свечения, у него регулируется температура свечения, но он дает такой жесткий свет, что, как по мне, его можно использовать, но только если прямо вдруг мне нужно где-то что-то снять и другого источника света нету, прямо какой-то такой эксклюзивный кадр. Или, я не знаю, в сельском туалете присветить, чтобы не провалиться туда. Белый цвет корпуса. Я не уверен, но мне кажется, при длительном использовании, особенно когда на улице жарко, ты где-то гуляешь по пыльному городу, эта пыль оседает на руки, руки потеют, то через какое-то время этот стабилизатор будет пачкаться, и вот эта белая ручка будет становиться черная. Поэтому придется чаще мыть руки. Еще у меня вопрос по поводу того, что здесь не сменный аккумулятор. Пройдет какое-то время, этот аккумулятор свое отживет, и мне придется выбрасывать этот стабилизатор.
А если я к нему привыкну? А если он мне будет как родной, что мне тогда делать? Да, и еще момент, что с моей камерой Sony ZV-E10 не работает вот это колесико. В том плане, что нельзя его настроить так, чтобы менять зум или менять ISO или менять диафрагму. С другими камерами, судя по документации, это должно работать. Но для меня это не критично. Несмотря на то, что, судя по всему, это один из самых легких стабилизаторов, но пока я записывал это видео, у меня уже рука устала его держать. Сегодня я планирую провести тест этого стабилизатора на улице со своей замечательной камерой Sony ZV-E10, на которой установлен объектив Sigma 16 мм 1.4. Также на нее установлена клетка от компании Small Rig, приемник от вот этого микрофона DJI Mic, ну и кабель, который подсоединяет этот приемник к камере. Ну и по результатам тестов мы узнаем, этот стабилизатор останется со мной или же он уедет обратно продавцу. Погнали! Итак, я на улице, и сейчас будем тестировать стабилизатор Zhiyun Crane M3S. Вот я немножко здесь покручусь. Конечно, с непривычки рука устает. На вытянутой руке держать камеру даже с этим легким стабилизатором не очень комфортно. Нужно немного привыкнуть. Ну что, давайте немножко пробежимся легким темпом. Я бегу тут немножко с горки вниз, поэтому амплитуда моих шагов еще увеличивается. Ну а вы оцените, как стабилизатор справляется с такой тряской. Фух. Так, ну что, сейчас я снова перешел на спокойный шаг. Давайте я сейчас поверну камеру вперед, и вы посмотрите, как она отрабатывает то же самое при беге и при ходьбе, когда не сам себя снимаешь, а снимаешь вперед. Да, кстати, все стабилизации в самой камере отключены. Сейчас я просто иду. Вы можете видеть, как работает стабилизатор. Я иду достаточно быстрым шагом. И сейчас я попробую немного пробежаться. Вот сейчас я бегу трусцой в среднем темпе, без каких-то особых шагов. Просто бегу, как вот, не знаю, бегают на пробежке. И вы можете оценить качество съемки, качество стабилизации. В общем, друзья, я возвращаюсь обратно к компьютеру. Сейчас посмотрю, что я наснимал, как прошел наш тест. Я хочу еще потом попробовать с установленным мобильным телефоном, ну то есть смартфоном, протестировать этот стабилизатор. Поэтому, если такой тест вам был бы интересен, напишите тоже в комментариях, в каких условиях его стоит протестировать. Я смотрел в интернете до покупки этого стабилизатора обзор, в котором говорилось, что в предыдущей версии, то есть M3, есть проблема с подключением к многим камерам. И могу сказать, что в этой версии такой проблемы я не обнаружил. То есть камера отлично подключается к стабилизатору как по кабелю, так и по Bluetooth. Что это позволяет? Это позволяет, во-первых, с кнопки на стабилизаторе запускать видеосъемку, активировать автофокусировку, а также делать фотографии, если это необходимо. В общем, после моей ходьбы на улице, после бега с этим стабилизатором и прочими движениями, я заметил, что
присутствует в некоторых моментах определенная как бы вибрация, какое-то дрожание камеры. Лично мне это, ну, не нравится. Я не знаю, должно это так быть. Это проблема в том, что именно этот стабилизатор маломощный, или он не подходит под мою камеру, или это проблема любого стабилизатора, или это проблема стабилизаторов такого уровня, но мне это не особо понравилось. С другой стороны, бегать, прыгать с этой камерой я не собираюсь и с этим стабилизатором. Я думаю, что для того, чтобы вот так вот плавненько пройти, и если ты хочешь что-то снять плавно, то с помощью этого стабилизатора ты снимешь. Но именно на ходу, в какой-то такой спонтанной ситуации, возможно, какой-то особой плавности, какого-то, как сейчас везде говорят, киношности, мне кажется, добиться будет непросто. Я пробовал устанавливать сюда смартфон, он тоже работает, тоже стабилизируется, но почему-то возникает такая проблема, не знаю, может быть, я его плохо отбалансировал, при резких разворотах возникает очень сильная вибрация. Или, возможно, веса телефона недостаточно для этого стабилизатора, и его начинает глючить. В общем, если не прикапываться, то это отличный стабилизатор, который неплохо работает с моей камерой, учитывая, что без стабилизатора на нее в принципе невозможно снимать с рук, оно все трясется и очень ужасно получается. Друзья, смотрите, лайки можете не ставить, а вот подписаться рекомендую, чтобы не пропустить следующие обзоры, в том числе этого стабилизатора с телефоном, который я планирую сделать. У меня на сегодня все, и всем пока!